Еще раз всем привет, с вами Оля, вы на канале Шитие Мое, и мы с вами продолжаем серию видеоуроков под названием «Простой крой». На этой минуте я как раз остановилась в предыдущей части, когда мы с вами моделировали по базовой основе брючек свободные, то есть с умеренной свободой брючки без бокового шва, талия на резинке. И как раз вот на этой минуте я остановилась. Я хочу продолжить эту тему. Вот я разрезала здесь, разрезала, то есть у меня 3 разреза, и я раздвигала каждый разрез на 1-1,5 сантиметра. То есть вы уже решаете для себя сами, сколько вам нужно свободы, да? То есть, если это 1 сантиметр, значит, то есть 1 сантиметр в каждом разрезе, это получается 3 с одной стороны, то есть к общим обхватам мы прибавляем 6 сантиметров. Я, кстати, не сказала, это без учета припусков на швы. Я думаю, что можно, конечно, и по 2 сантиметра раздвижку сделать, но это уже будет не умеренная свобода, а это уже будет ближе к большой свободе. Вот, поэтому, потому что у нас еще к базовой выкройке тоже есть некоторая свобода. В любом случае мы делаем не такую, чтобы она прям нам облегала. Что сегодня хочу продолжить? Эту же тему, то есть по этим же раздвижкам можно разрезать. Я сейчас разрежу прям вот эти свои, которые я заклеивала. Я вот так разрезаю до самого конца. Так. И смотрите, что можно сделать. Нижнюю линию, линию низа, можно оставить такой, какая она есть. Я сейчас вот так разрежу и склею эти детальки по нижней линии. Склею так, что у меня между разрезиками, опять же, будет по 1 сантиметру. Так же, как я делала в предыдущем варианте. Вот так я сделаю. Вот прям вот с самого-самого краю я склеиваю, чтобы мне можно было дальше, то есть выше можно было работать. Так. Еще одну секундочку, я вот так переверну, чтобы у меня ничего не приклеивалось. Я еще проклею с этой стороны. Вот именно, чтобы мне ничего не мешало. Смотрите, линия низа у нас на месте. Линия низа у нас готова. Линия шаговый шов у нас есть. Задняя половинка, передняя половинка у нас на месте. Линия талии ни выше, ни ниже. То есть что я хочу сделать? Я хочу сделать вот так, раздвижку, именно только по верху. Ну, например, каждая раздвижка пусть у меня будет сантиметров 6. Так. Здесь я уже, наверное, буду воспользоваться кусочком кальки. Вот так я делаю, сюда приклеиваю. И здесь как раз вот на 6 сантиметров. Так. И то же самое я делаю с другими частями. Линия талии остается на месте. Мы сейчас ее вот так выравниваем. Она остается у нас на месте. Но она стала намного шире. А для чего я это сделала? Во-первых, в этом месте можно сделать складки. Мы, допустим, закладываем складки. Ну, например, вот так вот я сейчас заложу складочку, да. Вот от линии талии вниз, ну, сантиметров на 5-7 вот так вот можно застрочить, и линия талии у нас не увеличится, а вниз дальше будут вот так, можно, конечно же, заутюжить, красиво будут складочки, очень будет красиво. Можно, конечно, сделать сборку, но сейчас много-много будет комментариев о том, что на линии талии сборку делать ни в коем случае нельзя. Однако же вы можете здесь сделать
складки, но также вы можете сделать и сборки. И никто вам не указ, если вы этого хотите. Если у вас достаточно узкая талия, может быть, вам не хватает в бедрах, поэтому вы решили сделать такую модель. Может быть, вы просто захотели такую модель, как для разнообразия. Если вы сейчас обратили внимание, я откопировала новую базу, сделала точно такое же расширение и по низу, и по верху, для того, чтобы у меня остались выточки и боковой срез. Если у вас после вот этого расширения не видны выточки и боковой срез, то вы можете вполне вот так откопировать верхнюю часть наших брючек. Нам нужна буквально вот 8-12 сантиметров. То есть мы можем здесь сделать кокетку. Например, я сейчас вот это не беру во внимание. Вот мы с вами вырезали верхнюю часть, откопировали наших брючек. Я вырезаю по линии талии. Дальше от линии талии вниз я определяюсь с высотой кокетки. Ну, например, пусть это будет 10 сантиметров. Я откладываю 10 сантиметров полностью лучиками от линии талии. Конечно, лучше и на выточках отметить, отметочку поставить 10 сантиметров. Так. У меня, конечно, маркер очень толстый, очень такой жирный. Поэтому, возможно, где-то у меня какие-то отклонения до 3-5 миллиметров. Вот так я сейчас по этой линии, по этим отметочкам отрезаю. И нам нужна будет только вот эта часть. Обязательно мы напишем здесь задняя половинка, здесь передняя половинка, а вот это у нас будет бок, боковой шов. То есть вот тут у нас начинается, вот здесь заканчивается. То есть мы сейчас по этим линиям с вами разрезаем, отрезаем вот так по передней половинке, вырезаем полностью выточку. Можно ее, в принципе, не вырезать и вот так склеить, совместив раствор. Так, то же самое я вырезаю по боковому шву, вот так совмещаю и склеиваю. Боковой шов, здесь у нас пометочка остается. Так, и по задней выточке тоже я вырезаю раствор. Естественно, я отрезаю вот эту часть. Все, вот такая у меня получилась кокеточка. Не забывайте, что отметочки обязательно должны быть. Желательно вот эти точки, где у нас идут выточки, где боковой шов у нас совмещался, это у нас будет контрольные точки. Контрольная точка и контрольная точка. Так, вот это верх, это понятно, потому что он меньше линии талии. Здесь у нас больше, потому что сюда идет уже расширение к линии бедер. Вот смотрите, вот эти 10 сантиметров нам нужно срезать от линии талии наших брючек. Здесь я сейчас подклею еще кусочек кальки, чтобы я сейчас 10 сантиметров уберу, и у меня здесь все развалится. Вот чтобы ничего не развалилось, сюда подклеиваю кусочек кальки. Так. И от линии талии вниз я откладываю 10 сантиметров. И вырезаю, то есть срезаю вот это лишнее. Опять же, здесь у нас могут быть складки,
под кокеткой, а могут быть сборки. Если складки, то вы можете еще сделать больше расширения. То есть не так, как я делала 6 сантиметров по линии талии, а еще больше. Это уже ваше дело. И, пожалуйста, соединяйте с кокеткой. Контрольные точки, смотрите, вот здесь у нас будет контрольная точка. Вот так она будет соединяться. Линия, вот у меня здесь линия бока. Делите пополам, вот это будет контрольная точка, вот сюда будет соединяться. И здесь тоже выточка, по центру выточки тоже будет контрольная точка. Вот посмотрите, да, сюда, сюда, вот так мы должны соединить. То есть здесь у нас будет такая небольшая складочка. Вот, пожалуйста, контрольные точки должны соединить. То же самое и здесь. Либо сборки, либо складка. Повторяю, вы можете сделать еще больше расширения. Вы можете сделать и здесь расширение, и здесь расширение. Тогда у вас получатся вообще брючки. Здесь можно сделать прямые брючки, прямые линии. И сделать, расширить и здесь, и здесь. И тогда у вас получится просто шикарные ширины брюки. Может быть на кокетке. Может быть вы захотите без кокетки. Повторяюсь, это уже ваше дело. Я считаю, что ваше желание – это закон для всех. Вот вы захотели такие брючки, вы их построили. Захотели другие брючки, вы их построили. То есть здесь рулит ваша фантазия. Все, что хотите, то и делайте. Вы можете еще больше сделать расширение и сделать не сборки, допустим, а складки, возможно, бантовые, возможно, вот так 2 бантовые складки впереди и также 2 бантовые складки сзади. Возможно, вы захотите 2 бантовые складки, то есть вот так 2 бантовые складки впереди, а сзади вы захотите сделать легкую присборочку. То есть, опять же, все в вашей фантазии, все в вашей голове, все, что захотите. Сегодняшнее видео подошло к концу. Я надеюсь, вам было полезно, понятно и интересно. В следующих видео я покажу построение брючек с нуля, построение прямых брючек, слегка зауженных к низу, талия на резинке. Построение будет с нуля. Вот это я уже не буду показывать. Я думаю, что с этим все понятно, с этим достаточно. Здесь вы можете фантазировать. И если вы моделируете по базовой основе, и если вы шьете, допустим, строите с нуля, вы точно так же можете построить брючки с нуля, такие же, без бокового шва, талия на резинке, и моделировать уже по этому видео. То есть вот как хотите, так и стройте. Что хотите, то и воротите. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.